Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. И сегодня, я думаю, будет праздник у многих любителей настольного тенниса. Ну что уж греха таить, и у нас сегодня праздник. На обзоре у нас будет долгожданная новинка от фирмы Inhe Big Dipper 4. Big Dipper 4, вы знаете, Big Dipper это слово означает большая медведица, все-таки звездная терминология, да, этой фирмы. Сергей, ну четвертая модель, ну что ты ожидаешь? Все совершенствуется, веток. В какую сторону все-таки производители рванули? Я думаю, это будет взрыв, сопоставимый со взрывом сверхновой звезды. Я на это надеюсь. Довольно такой пространственный ответ, я скажу. Я отмечу то, что многие думают, что будет все быстрее, сильнее и вращательнее. И плюс еще добавится контроль. Так ли это будет, Сергей? Как ты думаешь? Ну, я думаю, надо это проверить. На чем будем тестировать и какие градусы? Тестировать будем на красивом желтеньком основании от фирмы Inhe 972X Kevlar Carbon. 38 и 40 градусов, чтобы проверить и самую мягкую версию, и самую жесткую. Не сильно ли крепко 40 градусов, Сергей, для тебя? Ну, я думаю, я уже привыкший, а вот китайцам, я думаю, будет тяжело. Ну что, начинаем с подрезок? Ну что, поехали. Пробуем. Обычно, прежде чем тестировать какую-то накладку и основание, мы с Сергеем играем недельку-две, бывает и месяца два, чтобы понять все нюансы. Ну, учитывая то, что Сергей не один месяц играл предыдущей версией, мы решили, как вы уже увидели, сразу поставить новые накладки и с пылу жару, то есть самые первые впечатления. Сергей, ну что, подрезка, 38, 40. Ну, особая разница есть в подрезку, естественно, сложно оценить между 38 и 40 градусов, ну и между старой и новой версией, соответственно. Отмечу короткую игру. Очень приятное ощущение от короткой игры, и даже вот я укорачивал, и Максим пару раз сыграл в сетку, то есть хорошее вращение. Я думаю, что короткая игра... Вращается сильно крутит. Короткая игра этой накладкой на высоком уровне. Но, кстати, я думаю, и подрезки для защитников тоже очень неплохо. Можно так длинным движением профиливать очень хорошо. Ну, не знаю. Тебе виднее, так ты же у нас защитник. Ну, накат попробуем, несмотря плоская игра. Можно ли бить и плоско играть вот такой вот накладкой. Смотрим. Прежде чем Сергей перейдет к рассказу о своих ощущениях после наката, я скажу, что мне тоже довольно непросто поиграть гладкими накладками, и пришлось какое-то время даже потренироваться. Сергей, ну что там? Ну, конечно, отскок от Big Dipper во время плоской игры не быстрый, потому что жесткие накладки, и, соответственно, очень контрольно играть плоско. Единственное, что отметить, что мне было комфортнее играть все-таки 40 градусов, как-то от нее бодрее летел мячик. И еще хочу отметить, что вот раньше, когда я играл, помню, поставил новый Big Dipper и становишься только разминаться первый раз с человеком, и у тебя половина мячей в сетке от накатов.
А здесь я, по-моему, в сетку и ни разу и не попал. Да, если улетало, то за стол. Тут Да. все-таки улучшили этот. Да, ну, думаю, вряд ли разработчики Инхе думали о том, как улучшить накаты. Плоскую игру, да. Да, тем более, что видели, кто играет этими накладками, какие. Топсовики. Поэтому мы добираемся до топсов. До топсов, назовем это так. Вот. Мне вот, кстати, любопытно, Сергей, оттестирует топсы. Кто там? Люди или робот? Вот. Ну, у нас это будет... история умалчивает. Да, у нас будешь ты тестировать. Итак, топ-спины повращаем, посмотрим. Поехали. Смотрим. Ну, видите, как дышит Сергей, поэтому некоторым я и советую ставить шипы. Сергей, ну что, итак, топ-спины. Ну, слетело очень мощно, очень сильно. Это не накатики с подрезочками, очень плотно. И 40, и 38. Ну, какие твои впечатления? Ну, естественно, накладка сделана для топ-спина, и при правильном исполнении летит мяч очень быстро, просто как молниеносно. Ни одной тенсорной накладкой вы такой топ-спин не сделаете. Хорошо, но смотри, производитель тот же Инхе иногда делает вот 36 градусов и 39, к примеру, разные виды накладок. И это совершенно разные накладки, несмотря на одно и то же название. Поэтому и называется soft, medium, hard. Там. Здесь 38 и 40. Что ты скажешь? Ну, это не этот случай. Накладки, в принципе, практически идентичны. Ну, естественно, 38. Губка немножко мягче и накладка немножко контрольная. Но 40 немножко жестче и немножко быстрее. Но когда мы говорим о разнице, то это не то, что там одна мягкая, другая супер жесткая. Просто небольшие отличия есть. Я хотел бы сейчас попробовать, зная о том, что ты не играешь совершенно такими накладками слева, но топ-спин слева, чтобы сказал свое мнение, попробую жесткими повращать. Несмотря на то, что на упаковке специально написано форхенд. Ну, форхенд немногие переведут, как говорится. Ну что, пробуем, топ-спин слева. Ну, топ-спин слева ты, кстати, тоже попадал, и так довольно мощно. Что ты скажешь именно в разнице? Я вижу, что мощно, не знаю, наверное, жестковато для тебя, хотя и со стола ты попадал. Ну, вообще я не привык играть такими накладками слева, но я знаю, многие ставят себе довольно жесткие накладки и играют слева. Но я бы посоветовал играть такими накладками тем, кто любит так с паузой вращать. Ну, не со стола, не такие, не скоростные игроки, а которые любят немножко дойти от стола и с паузой крутить. Можно и справа, и слева поставить бигдиппер и получить вот такие вот мощные топ-спины. Ну, по ощущениям, мне все-таки комфортнее слева было играть 38 градусов. Ну, потому что привычнее играть более мягкой накладкой слева. Ну, опять, это все такое, да? Но это все, как говорится, на кончиках пальцев ощущения. Субъективно. Да. Потому что я видел, ты перекрутил, в принципе, разница в мячах не была какой-то существенной. Сейчас проверим мы бигдиппер 4 в начале по подрезке. Вот здесь тоже любопытно. 38, 40, жестко, чуть мягче. Как в начале по подрезке будет вести себя? Смотрим.
Снова довольно мощно, сильно. Конечно. Ну а ты Может, что? дело в огне? Может, дело и в тебе. Ну как там твои исследования? 38, 40, что? Знаете, не хочется обмануть и себя, и зрителей. При топ-спине по подрезке разница между 38 и 40 как-то нивелируется и абсолютно не ощущается. Просто ты банананишь по подрезке со всей силы, и соперник идет за мячом. Что 38, что 40 градусов. Ну, техника, наверное, все равно где-то важна. Не, техника, естественно, важна. И, кстати, отмечу, очень мне понравилось делать такие навесные, зависающие топ-спины тоже. Ну, как говорят некоторые наши игроки, бросить анализ. Анализ. Да. Ну, имеется в виду, но не будем говорить. Перекруты. Перекруты. Я думаю, это должно быть самым интересным. Перекрутка элементарно делать. Просто... Случайность. Сергей, ну, известно, что перекрут один из самых, наверное, сложных элементов. Мяч может быть по низкой траектории, высокой, на край стола, в середину крышки. Что, как там перекручивать? Эти накладки, по сути дела, создавались для перекрутов, поэтому что ты скажешь? Да. Ну, я вам скажу, что игра бигдипером требует определенной духовной практики. Духовный? Духовной. Вы должны развивать все такие качества, как смелость, уверенность в своем топ-спине. Забыл слово, которое хотел сказать. Ты лучше скажи... Я имею в виду, что нужно перекручивать, когда вы перекручиваете, нужно смело вести руку вперед с таким озорством подростка. Ага, то есть ты, подожди, ты считаешь, что вот если ты где-то дрогнул, думаю, ну сейчас я вот так аккуратно верну, мяч может Да, сорваться? мяч ну, скорее, да, будет большая вероятность, что он попадет в сетку. Нужно уверенно, смело, мяч, пауза, и вы перекручиваете в стол. Если вы попытаетесь, типа, ну сейчас неудобно, я сейчас так подыграю, то не пройдет такой номер. 38 или 40? Ну, я бы выбрал 40. Но это чисто, опять же, субъективно, нужно попробовать, каждому свое. Вот тебе субъективно для перекрутов 40. Хорошо, ну что, переходим к выводам. Сергей, ну вот я взял у тебя, итак 40 вот, понабивал, 38. Вот чуть-чуть отскок выше. А вот вращение однозначно у 40 больше. Ну, то есть, получается, реализована классическая идея. Мягче, больше чуточку скорость, меньше вращения. 40 это, ну, все это опять, все так как бы... Минимально. Минимально, да. Сергей, ну что скажешь, твое мнение, Big Dipper? Ну, во-первых, хотелось бы не то чтобы сравнить, а провести аналогию со старым бигдипером. Да. То есть люди спросят, ну вот новый бигдипер, зачем он мне нужен, почему мне не купить старый? А я отвечу, и не обязательно вам покупать и новый. Не могу сказать, что это какое-то революционное открытие в мире настольного тенниса, это просто немножко другая накладка. Она и называется по-другому, бигдипер 4. Поэтому, возможно, кому-то она подойдет, да, тут добавили мощности и вращения. А возможно, кому-то было комфортно играть старым бигдипером, он поставит новый, ему будет уже не так приятно. Поэтому
Не могу сказать, что выбрасывайте все старые бигдиперы, переставайте их покупать и берите только новое. Возможно, кому-то лучше то, кому-то лучше это. Хорошо, Сергей, а если я спрошу такой вопрос, смотри, все-таки мы же говорим, это же такой гибрид, да, это жесткая накладка для перекрутов, так как ты сказал, что если вот просто так там поведешь, не полетит, а если ты вращаешься всех мячей, все летит. Как ты думаешь, вот в этой линейке, вот, не знаю, там всех этих хуриканов, всех этих липучек, какое оно место займет? Куда ты ее отнесешь вообще? Ну, во-первых, я думаю, это две категории людей. Первая категория людей – это бескомпромиссные топ-спиннеры. Игроков, да, не будем всех людей сюда задействовать. Потому что, первое – это бескомпромиссные топ-спиннеры, которые атакеры, да, которые вращают практически там, с 3/4 стола справа, очень мощно. И вторая категория людей – это, я знаю многих любителей, которые не сильно-то и двигаются, и не сильно-то мощно вращают, но им нравится бигдипер за счет эффекта от мяча, который вы даете сопернику. Что значит эффект? Ну, вы можете, например, за счет этой липкости, жесткости сделать неудобный блок, неудобную подставку, там, чоп-блок, накрутить сильным вращением, например, за счет или накрутить, а вращение слабое, или накрутить, да, вот кажется, что вы накрутили, а вы сыграли плоско. Да, и вот как бы вот эти вот два полюса, можно сказать. И, кстати, можно ставить, например, и не совсем маленьким детям, но начинающим, уровня, давайте скажем, рейтинга 20 Украины, может быть, кто-то разбирается, чтобы научить их обрабатывать хорошо мяч. Вот. Короче, вариации применения этой накладки безграничны практически. Защитники, опять же. Поэтому тут ниша огромная. Ну что, до новых встреч. С вами были Сергей Барановский и Максим Черепин. Увидимся. И такая идет жесткая борьба. Вот, хотя я смотрю, я, наверное, ошибаюсь. Я вообще сказал даже любителям тенниса о том, что сама подача у Флори занимает массу физических. Говорю, он где-то случайно выиграл первый сет, то есть как-то там так сложилось. Вот. Не боится подать жизнь. Вот, кстати, хорошо сейчас Флори, да, сыграл? Ух, сильно. Что-нибудь. Потому что так инициативу перехватил, то Анна не собирается ее отдавать.
продолжает крутить, давить. Будет пробовать добить Тристана Флорию и отправить его назад во Францию. 6-2. Надо, конечно, поднажать, рискнуть. Что так не выиграть. Выбыл из борьбы. Очередной азиат. С кем он играл? Я